Уважаемые дамы и господа, посетители моего канала, сердечно приветствую вас. Сегодня я хочу сделать музыкальную реакцию на дуэт Димаша Кудайбергена и Пласида Доминго. Само по себе петь с таким маэстро, как Пласидо Доминго, это предмет гордости, и Димаш, насколько я знаю, с детства мечтал петь с ним. Я не могу пройти мимо очень важного фактора этого дуэта. Это, на мой взгляд, передача преемственности, передача эстафеты от уходящих классиков сцены, классической оперной школы к певцам нового формата, певцам-кроссоверам. А Димаш и является именно таким певцом. Кроссовер – это музыканты или певцы, которые могут петь и исполнять свои произведения в абсолютно разных жанрах, в том числе и в оперном стиле. Мне, как музыкальному аналитику, очень важны подробности, которые были вокруг этого выступления и вокруг этого дуэта. То, что я выяснил, это следующее. То, что маэстро Пласидо Доминго накануне предложил Димашу исполнить этот дуэт. Димаш за буквально один день и одну, насколько я понимаю, репетицию должен был подготовить это произведение на французском языке. И вы понимаете, насколько это непросто. И плюс Димаш не очень себя хорошо чувствовал. У него был кашель. А значит, это особая нагрузка на голос и особые риски, связанные с исполнением. Кстати, Димаш уже не первый раз поет дуэты со звездами. У меня на канале есть обзор с его дуэтом с Сундетом Байгожиным, где они пели вместе арию Фролло из Нотр-Дам-де-Пари. Это незаслуженно забытый дуэт. Посмотрите, пожалуйста, его. Ссылочка будет вот здесь вверху. Итак, теперь, суммируя те факторы, которые мы получили сейчас, давайте вместе послушаем этот дуэт и попробуем его оценить. В данном случае оценивать буду я и вы, соответственно, в комментариях. Приступим? Позвольте остановлю, поскольку уже сейчас понятно, что Димаш поет в оперной манере, но не просто в оперной. Я бы сказал, в итальянской. Он пытается петь в манере, в которой поет маэстро Пласидо Доминго. И это очень хорошо, это очень умно. И это правильно, петь в той же самой манере вдвоем. Разумеется, Димаш здесь должен подстраиваться под маэстро Пласидо, потому что, как ни странно, Пласидо Доминго здесь является лидирующим. Почему? По старшинству. Он является звездой мирового уровня, и в данном случае Димаш, исполняя свою мечту, он немного подстраивается под того человека, которого он очень уважает. И это слышно сразу в их исполнении. La
Очень крыто поет. Димаш поет на хорошем дыхании, очень прикрывает звук. Это очень классическое исполнение. Однако Димаш немножко приглубляет этот звук. Это означает то, что если он пойдет наверх, и особенно если самочувствие его голоса не очень хорошее, он должен будет немного менять манеру или пытаться как-то смиксовать верхние звуки, потому что брать на таком опертом дыхании такие верха, которые дальше будут в этом дуэте, очень непросто. Очень чисто. Пласидо все-таки тенор. Сейчас будет верха. Сам по себе этот дуэт, он из оперы Бизе «Ловцы жемчуга», тот самый Бизе, который обессмертил себя, создав оперу «Кармен». Сама по себе опера «Ловцы жемчуга» не получила популярности, быстро сошла со сцены во Франции, и из нее взяли в основном исполнители только этот дуэт. Он очень популярен. Крытый будет верха.
Ну что ж, наверное, можно суммировать какие-то части, которые мы с вами услышали. Да, Димаш, немножко переходя на верхние ноты, чуть-чуть их облегчал, делал их не такими объемными, и это очень разумно. Причина этой разумности проста. Если Димаш чувствовал себя не сильно хорошо, и у него были легкие проблемы с голосом, то идти в такой же манере, которую он исполнял до этого, то есть это очень заглубленный звук, очень крытый, на очень хорошем дыхании, то нагрузка на самых верхних нотах возрастает кратно. Разумеется, если голос чувствует себя не очень хорошо, то есть риск киксануть, есть риск сорвать эти верхние ноты, поэтому Димаш поступает очень разумно. Он чуть-чуть меняет манеру их взятия и делает их чуть более открытыми. На мой взгляд, это оправдано. Маэстро Пласидо Доминго, несмотря на то, что он уже несколько лет поет как баритон, все равно слышно, конечно, что он тенор. Это лирико-драматический тенор, это тембр замечательный, яркий. Он его не может убрать. Единственное, что он понизил свою тесситуру до уровня баритона, с которой он справляется. Да, разумеется, присутствует небольшая качка, но вы в голосе, но вы учитываете то, что ему 82 года, и петь 82 года столь же хорошо, как в 30 лет, это невозможно физиологически, к сожалению. Есть редчайшие исключения, когда люди уже в пожилом возрасте продолжают петь по-прежнему хорошо, но все равно есть, несомненно, возрастные изменения. То, что я увидел здесь, Димаш поступает крайне деликатно также по отношению к господину Пласидо Доминго. Он его не перекрывает ни силой голоса, ни красотой, а ведь у него есть возможности это сделать. Однако, я думаю, что, будучи человеком крайне воспитанным, Димаш уступает здесь очень вежливо место тому человеку, которого он уважал с детства. Поэтому он не пытается показать, что он его сильнее, лучше, у него лучше какая-то техника или он в чем-то его лучше. Он поет в его же манере. Он даже немножечко делает легкое покачивание голосом, как это делает маэстро Пласидо Доминго. И в этом я вижу не недостаток Димаша, а наоборот, его преимущество. Возможность быть деликатным и воспитанным и уважающим себя и других человеком. Поэтому я могу смело поставить высшие баллы этому дуэту, исходя из тех особенностей, которые я узнал до выступления. Димаш не сорвал это выступление, несмотря на свое состояние, на состояние голоса. Он без ошибок спел на французском языке. Эта партия, кстати, дуэта, она была урезана, то есть из нее некоторые части, так сказать, сократили, это тоже понятно. В 82 года не так легко держаться на сцене в таком вокальном марафоне, особенно если рядом присутствует такой мощный исполнитель, как Димаш. Поэтому я рад, что это произошло. Я поздравляю Димаша с исполнением его мечты. Я поздравляю его с тем, что он пел с великим Пласидо Доминго. И я поздравляю его с тем, что мне кажется, что он получил вот то, что можно называть таким понятием, как преемственность. Это теперь часть Димаша тоже, значит и часть тех, кто его любит, часть тех, кто слушает его музыку, слушает его выступления, его исполнение, его интерпретации. Позвольте на этом закончить мою музыкальную реакцию. Если вам, конечно, понравилось, то я буду рад, если вы оставите ваши комментарии, поставите лайки, подпишитесь. Буду рад вашей поддержке на платформе Boosty и Donation Alerts. Все ссылки необходимые будут внизу. До новых и, надеюсь, скорых встреч.